Когда младенца выбросили из машины на пустынной лесной дороге, никто не мог представить, что он выживет. Машина исчезла за поворотом, оставив крошечного ребенка одного среди густого леса. Сумерки быстро сгущались, воздух становился холоднее, а вокруг не было ни единой живой души. Малыш, едва завернутый в тонкое одеяло, лежал у обочины и плакал из последних сил. Его отец, охваченный яростью и отчаянием, совершил поступок, который невозможно оправдать, и уехал, даже не оглянувшись. С каждой минутой становилось темнее, лес наполнялся ночными звуками, а детский плач постепенно слабел. Именно тогда из чащи вышел медведь. Огромный зверь остановился в нескольких шагах от ребенка. Его массивная тень накрыла маленькое тельце. Казалось, исход предрешен. Но вместо рычания или нападения медведь осторожно приблизился и принюхался. Плач стих. Зверь аккуратно коснулся малыша носом, словно проверяя, жив ли он. Затем произошло невероятное. Медведь осторожно подцепил зубами край одеяла и подтянул ребенка ближе к себе. Он не причинил ни малейшего вреда. Напротив, улегся рядом, закрыв младенца своим телом от холодного ветра. Ночь была долгой и ледяной. Температура стремительно падала. Но медведь не уходил. Он лежал неподвижно, согревая ребенка теплом своего тела. Время от времени он поднимал голову, прислушиваясь к каждому шороху, словно охранял найденное сокровище. На рассвете зверь поднялся. Он осторожно подтолкнул сверток носом, убедился, что ребенок жив, и неожиданно принял решение. Аккуратно подцепив одеяло, он медленно двинулся через лес. В нескольких километрах оттуда молодая пара Артем и Виктория устроила ранний завтрак на поляне во время похода. Они наслаждались утренней тишиной, когда услышали тяжелый треск веток. Из леса вышел медведь. Артем замер, инстинктивно заслонив Викторию. Но то, что они увидели, лишило их дара речи. В пасти зверя был не добыча, а аккуратно удерживаемый сверток. Медведь остановился на расстоянии нескольких метров. Он внимательно посмотрел на людей, словно оценивая их намерения. Затем осторожно опустил ребенка на траву. Раздался слабый детский плач. Виктория первой пришла в себя и бросилась к малышу. Артем, дрожащими руками доставая телефон, вызвал спасателей. Медведь стоял еще несколько секунд, наблюдая, как люди берут ребенка на руки. Убедившись, что его приняли, зверь развернулся и спокойно ушел обратно в лес. В больнице врачи сказали, что малыш чудом остался жив. Если бы не тепло зверя этой ночью, переохлаждение было бы неизбежным. История быстро разлетелась по новостям. Отца нашли и привлекли к ответственности. Артем и Виктория не смогли забыть тот день. Они навещали ребенка, а позже оформили опеку. Для них это стало знаком, случайной встречи не бывает. Спустя годы эта история все равно казалась невероятной. Но факт оставался фактом. В ту холодную ночь дикое животное проявило больше заботы, чем человек. Иногда спасение приходит в самом неожиданном облике, и порой хранителем становится тот, кого мы привыкли считать самым опасным.